Господин полковник, Лакоба опять появился в нашем уезде. Он собрал людей в доме мельника Тамела. И с ним какой-то приезжий. Идите. Что я говорил? Ну? Ты еще будешь врать, что не видел Нестора Лакоба? Сволочь! Видите, господин генерал, к чему привели ваши демократические порядки? Ну, хорошо, хорошо, князь. Я понимаю. Я, как особо уполномоченный нового демократического правительства по Абхазии, запретил распространение вредных слухов, тем более подстрекательство к бунту. Действуйте, действуйте, полковник, но... Учардия! Всех в ружье! Пошли. За операцию отвечаете вы, поручик! Приезжего не прозевайте! Еще раз повторяю, друзья мои, одними словесными выступлениями мы никогда не победим. Чтобы взять землю, ее нужно завоевывать. А для этого надо создавать вооруженные крестьянские отряды. И срочно. Вооруженное восстание. Вот так. Сынок, ты предлагаешь воевать, а хозяева обещали нам дать землю мирно. Князь так и сказал. Закон будет скоро. По нему вы получите землю. Это миролюбие волка, отец. А волку, сам знаешь, верить нельзя. Даже если он на привязи. Господа меньшевики с князьями никогда не скажут нам правду в глаза. Но как только мы разойдемся по домам, они любому из нас всадят нож в спину. Вот сегодня с нами сидит представитель из Тифлиса, Мами Абисадзе. Он подтвердит мои слова. Нестор прав, товарищи. Землю надо брать силой. Тифлисские, батумские и все большевики Грузии поддержат вас. Рабочие и крестьяне в России отобрали фабрики, заводы и землю у буржуев и помещиков. И мы обязаны сделать так же. Кавбюро поддерживает идею создания вооруженных крестьянских отрядов. Так велит нам наша партия, так учит нас Ленин. Нестор, а где оружие взять? Оружие будет. Да, будет. Тамел, сегодня осветлел твой очаг. Сын родился! О, Тамел, дорогой, поздравляю! Поздравляю тебя, Тамел. Пусть продлится. Да Учардия! С ним охранники, их много. Окружили со всех сторон. Костя, Даур, Мамию, быстро! Принесите рог с вином. Живее! Саида, рог! Садитесь. Тамел, у тебя в доме большая радость. Родился сын. Назовем его Киаразом. Слава Киаразу! Слава Киаразу! Слава Киаразу! Слава!
что? Забыли распоряжение не собираться? О, пришли новые гости, Тамел. Приглашай их к столу, угощай. Главное, вовремя пришли. Да, конечно. За здоровье, Киараза. Он здесь. Прекратить! Где же приезжие? Обыскать дом. Я слышал, что в этом доме праздник. Что тебе здесь понадобилось? Абрек, Иза. Пусть Киараз вырастет достойным носить этот кинжал. Прошу прощения. Я сегодня, кажется, пришел не вовремя. Почему не пьешь, Сардион? Пей, дорогой. И стреляй. Куда? Правильно. Так поступают по нашим обычаям, когда в доме рождается мужчина. Все в порядке. Константин Михайлович, по приказу Калбюро вы остаетесь на работе здесь. Считаю это правильным. Да и мои путейцы сработались со мной. Это хорошо. Нестор, я ухожу в Сухумик и Ефремешба. И оттуда в Сумурзаканский уезд. Будем налаживать дела там. Связь с Калбюро через меня. Все. Ну, до свидания, товарищи. До свидания. Спасибо.
Сегодня вы получили оружие. И теперь на этом священном месте наших отважных предков вы дадите клятву на верность Кеоразу. Кеораз! Так называли наши деды и прадеды свои боевые дружины, которые бились насмерть за свою свободу. Пожалей меня, сынок. Оставь ты все это. Займись-ка ты лучше хозяйством. У нас все развалилось. Дом покосился. Зима, говорят, будет суровой. У нас дров нет. Кукурузник пустой. Идти опять просить? Нет, мама. Мы больше никого не будем просить. А мне сон плохой приснился. Я сделала свечку твоего роста. Может быть, Господь Бог отведет от тебя зло. Ну-ка, встань, сынок. Иди сюда, я померю. Ну, мама. Иди. Риза? Ты? Это я стрелял, Нестор. Они хотели убрать тебя, чтобы расплатиться с тобой за все. Рассчитывай на меня. Теперь я с вами. Когда в доме свет, не стой у окна. Сынок, умоляю тебя, оставь ты это все. Ведь мама, вот так ночью здесь убили твоего отца. Не бойся, мама. Нестор, умоляю тебя, брось все это. Встань. Они убьют тебя, сынок. Мама. Пиши дальше. Силы геразовцев на исходе. Драться почти нечем. Ниже не получают эшелоны снят. Пулемет! Костя! Почему молчит пулемет? Я сейчас. Дальше. Что ж происходит, господа офицеры? 4-й день ведем бои и никак не можем взять этот мост. Мы пытались проникнуть в тыл, но керазовцы перекрыли все тропы и броды. Броды, тропы. Керазовцы, одни слова. Взять этот мост! Господин генерал, позвольте мне. С Богом, князь. Советская Абхазия погибнет, если срочно не придет на помощь Красная Армия. Точка. Лакоба. Сюда! К пулемету! Даур, помоги Косте! Пулемету! Костя, Костя, пулемет возьмите! Отходим быстрее! Быстрее, пошли. Нестор, Костя ранен! Любым способом отправь телеграмму Сергею Орджоникидзе! Идите на кухню к Ломану и уходите колодцем! Я вижу там товарища Лакоба. Живым мне его возьмите. Быстрее! Встретимся в Нижней пещере! Не стрелять! Живьем его! Живьем эту сволочь взять! Даур, Костю сюда! Быстро!
Отрубай их! Учардия! Перекрой спуск слева! Все будет сделано, господин! За мной! Быстрее, быстрее! Мир и покой твоей обители, Луман. Помолись и за меня. Святилище не примет молитвы, пока ты в седле, князь. Полно тебе, старик. Лучше скажи, куда провалились твои паломники? Господин полковник, клянусь прахом моих предков, Лакоба был здесь со своими бандитами. Осторожно, осторожно. Смотри, под ноги смотри. Послушай, святой, в следующий раз тебе придется коптиться, а не молитвы творить. Ты знаешь, что это такое. Я служу Богу, князь. Богу ли? Господа, губернатор Абхазии генерал Джакелли, абхазский князь-полковник Заканбей Званба. Я поздравляю всех с замечательной победой и установлением истинно демократического порядка в Абхазии. Ура! Разрешите мне от имени правительства поблагодарить здесь присутствующих представителей германской армии, которые в трудную минуту пришли нам на помощь. Прошу вас, господа. Человек! Здравствуй, Армен. Товарищ Абиссадзе, здесь же опасно. Передайте Нестору в горы. Калбюро немедленно вызывает его в Екатериноград к Орджоникидзе. Где Ефрем Эшба? В Кадорском уезде. Здесь 30 тысяч рублей. Передайте это товарищу Эшба. Час денег для сумурзаканской организации. А о том, что все явки в городе разгромлены, а ваша под наблюдением, могли бы сообщить. Тут такое творился, товарищ Мамия. Господин поручик, есть девочки. Нет, нет. Вечером. Ну, где же вы, черт возьми, господин Абиссадзе? Я здесь, поручик. Ну, идемте, я вас представлю князю и генералу. Прелестные люди, особенно князь Званба. Прошу. Господа, разрешите представить гость моего деда, князя Засхана. Ученый, изучающий долгожителей, магистр наук, господин Абиссадзе. Вашего
деда Зосхана? Честь имею. Последнему князю Зосхану 120 лет. И как он выглядит? А в Швейцарии население 2 миллиона человек, а долгожителей только лишь 3. Что вы говорите? Да, а у вас здесь, в Абхазии, лишь только в одном уезде более 1500 долгожителей. Что и говорить, господа, Абхазия находка для науки. Таш, милый Таташ, обещал меня познакомить с более глубокими старцами. Ну, в этом вопросе вы можете рассчитывать и на меня. Тем более, что мы с вами встречались в Петербурге. В дворянском клубе. Вы меня не помните? К сожалению, нет. Но весьма рад нашей встрече здесь, генерал. Много наслышан о ваших замечательных успехах здесь, в Закавказье. Да ну что вы, какие там успехи. Арба, в которой мы сидим, с каждым днем становится все тяжелее и тяжелее. Да что там говорить. Господа, давайте выпьем за нашу встречу. Прошу вас. Честь имею. Да, вы Мамия Абесадзе, ученый, изучающий науку о продлении жизни человека. И вас действительно знает генерал. Но генерал не знает то, что вас знаю я. Вот здесь написано: Абесадзе Мамия, член РСДРП с 1912 года. Правильно. Я никогда и ни от кого не скрывал своей партийной принадлежности. Эта карточка заполнена в Тифлисском жандармском управлении. Непостижимо. Мамия Абесадзе большевистский агент? Не верю. Не верю к черту. Оставьте нас. Я прошу вас. Вы ученый, дворянин. И я умоляю вас, чтобы вы убедили меня, что вы никакого отношения не имеете к этой большевистской бане. Полковник прав. Я член партии большевиков. Но он ошибается, что я здесь кого-то ищу, и у меня какие-то подпольно-партийные цели. Уверяю вас, никаких других целей у меня здесь нет, кроме научных. Да. Научных. На второй день после вашего ареста, по моим агентурным данным, Нестор Лакоба ушел из своего штаба в горах на Северный Кавказ. Это наука? На третий день в Сумурзаканском уезде мы арестовали вашего связного с крупной суммой денег. Это тоже наука. Это 2. А вот что 3. Я заставлю вас сказать, господин ученый. Так и я не понимаю, что у вас общего с этим? С народом вы хотите сказать? Очень много общего. Того, которого у вас нет с ним. Вы, меньшевики, прикрываясь социал-демократической болтовней, натравляя одну нацию на другую, продаете народ. Продаете иностранцам все, что можно продать за лишний снаряд, патроны, гранату, чтобы демократически держать его за горло. Я расстреляю вас. Вот видите, и я откровенен.
Реза приехал! Реза приехал! Реза, здравствуй. Здравствуйте. Это абазины из Кувы. Долго искали вас. Они привезли мясо и кукурузу. Спасибо, братья. Спасибо. А как ты нашел нас? Зимовал здесь. Прощай. Куда? Ты дал слово, что будешь с нами. Деревни грабят. Людей насмерть запаривают. Пожалуй, он прав, Нестор. Долго еще будем сидеть здесь, черт возьми? А я что? Думаешь, я хочу сидеть тут? У меня нет оружия. Патронов по одному на винтовку. Черт возьми! Не беспокойся, Костя. Вот Даур идет в Сухуми. Наладим связь с Ревкомом. Ну как? Болит? Ерунда. Ничего. Ему сейчас пчелиный воск нужен. Вот пусть Даур, как пойдет, заглянул бы к моему брату Хасану. Он на княжеской пасеке работает. Видишь, то, чего и принесла бы. А, Камачич? Знаю ее. Красивая девушка. Куда лезете? А ну, проваливайте вон отсюда! Откуда ты? Что, испугалась? Как тебя звать? Здравствуй, Камачич. Здравствуйте, господин. Это дочь моего пасечника, Хасана. Куда это ты ездила? Воск в монастырь возила, господин. О, это хорошо. Господин полковник? Да, слушаю. Разрешите проводить? Конечно. Пусть проводят. Сотник, сюда. Слушать! Проводите девушку и смотрите, чтобы... Ясно? Так точно. До свидания, Камачич. Да свой же я, мерзоян. Иди, иди. За конвей будет готовить расправу. Точно. Армен, дорогой. Здравствуй. Что с тобой? Беда. Арестован Мания Абисадзе. Да ты что? Если не докопаются, что Абисадзе член Закавказского бюро, они его расстреляют. Его арестовали когда? Позавчера вечером. На приеме у губернатора. Но он успел нам передать приказ Закбюро. Что такое? И Ревком направляет тебя в Екатеринодар, к Серго Орджоникидзе. Идти нужно немедленно.